Приветствую. Меня зовут Рожнов Дмитрий Леонидович. Возраст 50, по-моему, 7 лет. Я всегда затрудняюсь, потому что у меня была первая жизнь, и после травмы тельце мое не выдержало и умерло. Вы называете это клинической смертью. Так вот, на самом деле у меня сейчас вторая жизнь, в которой все совсем по-другому. Все не так, как в первой жизни. Живу я достаточно давно уже в Болгарии, в городе Варна. Иногда бываю в Москве. Основной вид моей деятельности – это целительство. Я занимаюсь с пациентами, работаю по исцелению разных хворей, как телесных, психических, так и тех хворей, которые находятся, как вы называете, на каком-то тонком плане. Кроме этого, я занимаюсь обучением целительству, так как я прошел это обучение, мне посчастливилось жить, учиться и работать у моего наставника, ставшего другом, шамана. Я жил в Монголии, у него учился. Кроме этого, я бываю, живу в Перу, у курандера местных, то есть курандера – это шаман и целитель, и мы, так скажем, обмениваемся опытом. Так называемые сверхспособности ко мне пришли после клинической смерти, после того, как я, как душа, вернулся в тельце и открыл глаза в морге, увидел огромное количество разных персонажей, которых я до этого никогда не видел. Ну, вы их называете то сущности, то еще какие-то, можно назвать, кракозябриками. Ну, в общем, названий миллион, и вот я их увидел всех, и они увидели меня. Начали тыкать пальцем и наперебой со мной разговаривать, понимая, что я их слышу, и пытаясь понять. Это было, конечно, первым ужасом для меня. Я подумал, что, ну, все, крыша съехала, кукуха улетела, в общем, все стало плохо. На самом деле получилось все наоборот. Стало очень хорошо, потому что я понял, что наш мир, который мы видим и в котором живем, совсем не такой, как нам его навязали. Ну, в общем, после этого я начал учиться с ними взаимодействовать, потом я начал учиться не взаимодействовать тогда, когда мне это не нужно. И я получил и получаю от них огромное количество информации. И, в общем-то, сверхспособности нам ни от каких богов не даются. И никакими сверхсилами или какими-то высшими существами не приносятся и не запихиваются нам в карман. Сверхспособности – это взаимодействие с энергоинформационными субстанциями. Я их называю духами, кто-то их называет джиннами, можете называть пушистиками, как угодно. Так вот, взаимодействие с этими энергоинформационными субстанциями и приводит к каким-то сверхспособностям. То есть я отдаю свое тело на аутсорсинг этим персонажам, и они через меня вещают вам, ну, то есть пациентам, которые ко мне приходят, о их болезнях, в общем, о их ситуациях, там, не знаю, как хотите, о ближайшем будущем, обо всем остальном. И я, как Дмитрий, 90% того, что говорю, я не знаю этого. Ну, у меня не может быть этой информации. Они говорят через меня. Я потом пересматриваю видео работы с пациентами и смотрю на себя со стороны, думаю, ничего себе, мужик, ты как ты складно метешь. Откуда ты это все знаешь? Так вот, я это знать не могу. Они дают информацию через меня. Вот примерно так, в моем понимании, и образуются сверхспособности. Все мы прекрасно видели, смотрели прекрасный фильм «Привидение», в котором вот человек этот умер, прекрасный артист, и он не мог взять ни кружку с чаем, ни жену похлопать по плечу, чтобы она его заметила. Вот примерно в таком же состоянии находятся эти духи. Мы уплотненные, они нет. И они через нас, ну, кого они выбирают в наш мир, дают свои знания, умения и все остальное. То есть только взаимодействие с ними и
дает некий дар, который мы причисляем к себе, к богам, которые нам дают куда-то, каким-то, ну, я говорил уже, высшим существам, которые нам это приносят. Или с рождения, или по роду. Нет, нет и нет. Только взаимодействие с этими персонажами через нас они взаимодействуют, дает нам как бы сверхспособности. Сверхспособности, как я применяю? Я работаю с людьми, я помогаю им, я лечу любые болезни, даже самые страшные. Вопрос только, хочет ли пациент вылечиться до конца. К сожалению, 80% не хотят, потому что они имеют большие преференции, болея. Их все жалеют, им платят пенсии и все остальное. Вот, значит, занимаюсь, работаю с пациентами, с любыми болезнями, даже с психическими, с зависимостями. Психическая — это шизофрения. Шизофрения — это не болезнь, нас опять же обманывают, нас вообще кругом обманывают. Вот таким образом я пользуюсь, так скажем, своими какими-то способностями. И опять же, не моими. Я даю возможность через меня работать вот этим духом, который у меня вот здесь есть. Их всякие разные штуки, которые в нашем мире проявляются. Вот. Как еще я использую? Я занимаюсь обучением, я выбираю, подбираю целителей, только ненормальных, нормально-ненормальных людей, которые в состоянии исцелять через измененное состояние сознания, только отключив ум. Что такое измененное состояние сознания? Это состояние без ума. Отключив ум, мы сможем видеть, воспринимать, слышать. Ум — это вирусная программа, которая нас имеет всю жизнь. То мы худые, то мы толстые, то мы бедные, то мы лысые, то мы не такие. И дает нам, пропускает ум все болезни в наше тело, ну и, соответственно, в конце жизни убивает. Вот, чтобы такого было меньше, люди, которые не изуродованы умом, которые нормально-ненормальные, я их ищу, подбираю, предлагаю им обучение, они меня где-то как-то находят. Ну вот, в общем, получается, что я пытаюсь обучить, вернее, не пытаюсь, а пытаюсь найти и потом обучаю людей, которые потом становятся целителями и помогают другим людям. Мешают мне способности или нет? В самом начале, да, мешали. И этого так много было, этого, то есть видения вот этих всех персонажей, вот они тут ходят, тут что-то спрашивают, то что-то пытаются дать мне. А потом, в конечном итоге, я научился взаимодействовать с ними тогда, когда мне нужно. То есть видеть их тогда, когда мне нужно. А если это не прекратить, ну, у многих сползает крыша, ну и куда-то их забирают. И они на самом деле не шизофреники и не психически больные. Они просто пока не научились фильтровать то, что видят они и что не видят другие люди. К сожалению, это называется шизофренией и прочими разными страшными болезнями. И таких быстренько забирают, обкалывают, и они там тихо, спокойно овощами лежат себе и не мяукают, к сожалению. Но это не болезнь, все можно поправить, все можно убрать, все можно настроить.